Доброе утро, мир! Сегодня воскресенье, 27 июля, 2025 год. Пора начинать день. Вчера я узнала, что один из моих фильмов, точнее, мой первый фильм был отобран на кинофестиваль, который пройдет в конце сентября в Глендейл, Калифорния. Это Южная Калифорния. И фильм называется The Diary of Nightmares, или Дневник кошмаров. И знаете, каждый раз, когда узнаешь такие новости, когда тебе приходит это письмо с поздравлениями, всегда ощущение, как в первый раз, это не надоедает. Единственное, что со временем меняется подход, и если изначально больше всего я думала о том, как пройдусь по красной дорожке, о всем этом блеске и гламуре, то сейчас я мыслю более профессионально о том, удастся ли мне с кем-то познакомиться, завести нужные контакты и все в этом роде. Фокус поменялся, но радость, она одна и та же. И знаете, интересный факт по поводу этого фильма. Когда я его делала, когда я занималась препродакшеном, а именно рисовала сториборды, у меня уже подходили к концу сроки, я почти заканчивала этот проект в плане сторибордов. И мне в буквальном смысле нечего было есть. В тот день, я помню, то есть у меня была лишь консервная банка соевой тушенки. Это просто самая ужасная тушенка, которую я когда-либо ела в своей жизни. Ах, Но она была, и $10 в кармане, и выбор заправить на эти $10 автомобиль, чтобы заработать еще денег и купить себе еды, потому что в баке тоже оставалось прям на дне бензина, прям на дне. Или поесть этой жуткой тушенки, от которой, тебе, очень плохо потом. И я не буду говорить про ощущения после переваривания. И, извините, наверное, кто-то кушает, поэтому мы не будем вдаваться в подробности. В общем, я до сих пор все это помню, это ощущение. И у тебя есть этот выбор съесть и поесть этой тушенки, чтобы напитаться, хотя бы не чувствовать, точнее, себя голодной, но пойти доделать эти сториборды, чтобы сдать все срок и двигаться дальше с этим фильмом. Так вот, я выбрала пойти рисовать сториборды дальше, и оставшееся время, пока я не доделала этот проект, в плане препродакшена, я питалась этой жуткой тушенкой. Ах, были вот такие последние дни перед сдачей проекта. А теперь этот фильм отобран на крутой фестиваль с историей, с 11-летней историей. Это очень круто. Но довольно лирики. Давайте поработаем. Включено 2 приложения. Начинаю работу в 2 часа 25 минут. Сегодня я буду выбирать заказы. Но в целом, наверное, возить буду практически все, кроме моего нелюбимого Сан-Франциско. Поработать планирую до 8, может быть, 9, где-то ориентировочно так. Посмотрим, как пойдет. И буду ждать первый заказ. Первый заказ. Всего лишь 4 позиции, хорошая оплата, минимальные мили. Надеюсь, сейчас быстро все найду, быстро сделаю. Итак, пару позиций пришлось заменить, но клиент согласился на все замены, так что стоимость, которую я получу, не должна измениться.
Сейчас прилетел сдвоенный заказ от Uber. Это доставка в Сан-Франциско. Платят какие-то бешеные деньги за 2 заказа 43 бакса. Тут два варианта. Либо этот заказ кто-то уже забрал и украл, вместо того, чтобы отвезти клиенту, и я буду 110-й, кто за ним приезжает, и ресторан не хочет его переделывать. Либо Uber просто делает корректировки с доплатами мне заранее, до того, как заплатит по Proposition 22. Сейчас мы это выясним. Сейчас я еще тут годика 2 поищу парковочное место здесь. В выходные особенно очень много людей. Всегда проблематично с парковочкой. Так, ну что, за сдвоенный этот заказ Сан-Фран заплатили $30 и 13 баксов будет чай. То есть Uber, видимо, долго не мог найти, кого сюда отправить. И счет моего Proposition 22, моих доплат, отправил, собственно, меня. Ну, в целом неплохо, все равно сегодня воскресенье, так что я думаю, я, в принципе, довольно быстро сюда доехала, и думаю, что в целом прорвусь назад очень быстро. Конечно, в будний день я бы точно не поехала на машине сюда. Доехала за 15 минут назад на территорию, пока ничего больше не предложили. Жду заказ следующий. А у нас тут долгий красный светофор. Стою тут уже минут 10, не могу пересечь этот перекресточек. Хотя поездка предполагаю, что в целом займет 15 минут. И да, эта поездка снова в Сан-Франциско. Не в самый центр, но в его сторону. Да, я помню, что я говорила, что я буду фильтровать сегодня заказы, но после предыдущей я подумала, что быстро проскочу. И воскресенье, но нет. Не все может идти гладко, верно? Сегодня Uber на высоте. Хотя DoorDash рисует мне вот такие картины. Очень-очень все бизи. Плюс $4, много заказов, готовые для меня. Но на деле, простояв 10-15 минут, я снова получила заказ от Uber, а не от DoorDash. Да, я понимаю, что эти плюс $4 вообще не важны, потому что в Калифорнии действует закон Proposition 22. Но просто сам факт, какие карты рисуют DoorDash, как будто бы это карта из прошлого, когда это было реальностью, и когда он показывал, что было действительно бизи, и было действительно бизи. Не так, как сейчас, как будто это просто старые алгоритмы рисуют то, чего на самом деле нет. Пока DoorDash тешит великими надеждами и заказами, Uber сегодня рулит. Прислал еще один заказ. Вот из этого магазина. Еще один Safeway. Он мало мне знаком, в отличие от другого, в котором я обычно покупаю, делаю закупки для клиентов и для себя. Но заказ хороший, 23 позиции. И
хорошая оплата, и я думаю, что в целом все сделаю быстро. Итак, вот так выглядит все, что я набрала. Пришлось повозиться дольше, чем я думала. Ну, ладно, как есть. Проблема в том, что в этом магазине не указаны ряды, где что искать. И плюс я не сильно знакома с этим магазином. Поэтому очень долго искала некоторые позиции. Ну что, друзья, время подвести итоги. По последнему заказу я не нашла одну позицию, точнее, все предложенные замены клиента не устроили. В итоге получилось так, что никакой позиции взамен я ей не привезла. Но она все равно, во-первых, за заказ была очень хорошая стоимость, то есть она в заказе указала чай. И я не думаю, что она его берет сейчас, конечно, это подгрузится через час, и все будет понятно. Но я думаю, что она не убрала из заказа чай, там было около $10 на чай. Плюс, когда я доставила еду, продукты, она дала еще 10 кэшем. И сейчас я оставлю свет. Сейчас по пробегу у меня 67 миль. До дома мне еще около 5 миль можете прибавить. Время, кажется, 8:30 вечера. Приблизительно так. То есть я немножко, конечно, сдержалась с этим заказом. Я думала, я там 8:10, 8:15 прям уже точно его отдам. Но ничего страшного. И итоговые скрины будут где-то вот возле меня, слева, справа по Дурдашу. И будет общий тотал. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. И прошу вас поставить лайки, если вам это видео понравилось. Также поставьте лайк, если оно вам не понравилось. И немногие знают, но потихоньку я начинаю рассказывать о своей жизни. Я филммейкер. У меня уже снято пара коротких фильмов. И сейчас я работаю над следующим проектом. И у меня большая просьба поддержать меня подпиской. Для меня это очень важно. Это поможет в будущем профинансировать мой фильм. Ну, на этом все. Всем счастливо. Всем пока.